Всем большой привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать к нам на канал! Сегодня видео свое начинаю с утренней прогулки по лесу. У детей был выходной, и почти все дети в это время еще спали, кроме Мартина. Он просыпается у нас очень рано и всегда сразу идет во двор, особенно если на улице хорошая погода. Как же на улице хорошо, птички поют. Солнце мое. Поехали дальше. Ну, запрыгивай. Можешь сам бежать? После прогулки у нас был завтрак. В выходные дни, когда никому не нужно ехать в школу или на работу, мы обычно всегда собираемся всей семьей за завтраком. И вы знаете, это такое драгоценное время, когда мы все вместе можем обсудить наши планы. Дети обычно делятся какой-то своей историей, задают вопросы. Я очень люблю это время и надеюсь, что когда все наши дети вырастут, то всегда с теплом будут вспоминать эти моменты, проведенные вместе. После завтрака младшие мальчики помогали Андрею наводить порядок на участке. У нас много деревьев, поэтому и листвы всегда тоже очень много. Все листья Андрей осенью задувает в лес воздуходувкой, ну и в начале весны, когда сходит снег, то на участке, в основном вдоль леса, всегда очень много листьев. И чтобы трава хорошо росла, Андрею нужно повторно задувать все это в лес. Мальчишки всегда с радостью помогают, особенно если нужно что-нибудь раскопать лопатой, поработать граблями или покопаться в какой-нибудь грязюке. В тот день к Марку с ночевкой приезжал друг. Ева на ланч приготовила такос. Это такие кукурузные кармашки, в которые нужно ложить разную начинку. Такос обычно дети готовят сами, в основном Ева и Марк. И, как правило, все ингредиенты для начинки, такие как овощи, сыр, они нарезают отдельно, чтобы каждый мог выбрать то, что ему нравится. Но в этот раз Ева решила смешать все в одной тарелке, чтобы мальчикам было удобнее и начинка не вываливалась из кармашка. Те, кто смотрит нас уже какое-то время, знают, что наша Ева очень любит печь. И, конечно, когда к ним в гости приходят друзья, то она обязательно что-то печет. Либо маленькие чизкейки, либо печенье. Вот сегодня я решила испечь булочки с корицей. Сама сделала дрожжевое тесто, раскатала его, сверху добавила кусочки масла, посыпала коричневым сахаром наперемешку с корицей, скрутила тесто в рулет,
Нарезала на кусочки, сложила все это в смазанную сливочным маслом форму. Накрыла пищевой пленкой и оставила на 30 минут в теплом месте. Когда булочки подошли, смазала их сверху растопленным сливочным маслом. И выпекала в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут. Готовые булочки сверху полила сливочным кремом. Крема наделала из крем-чиза и сгущенного молока. Потом еще сверху все посыпала грецкими орехами. Пока дети были дома, мне нужно было выехать в магазин за искусственными цветами. Я уже как-то рассказывала, что частично работаю семейным фотографом и периодически перед какими-то праздниками устраиваю небольшие фотосессии у нас на участке. На улице у нас есть несколько фотозон, в основном это качели, которые мы украшаем цветами. Таким вот образом, да, будем цеплять? Угу. Андрей мне всегда во всем помогает, за что я ему бесконечно благодарна. Вообще, какая бы идея мне в голову не пришла, я знаю, что всегда найду поддержку у Андрея. И когда я решила открыть канал на YouTube, у меня было много сомнений, так как я понимала, что мне придется показывать свою жизнь. И так как мы все разные, то, конечно, и реакция людей может быть разной. Но Андрей мне сразу сказал: делай то, что тебе нравится, ни за что не переживай. И помни, что я всегда буду твоим самым главным фанатом. Вот так мы и живем. Я его фанат, а он мой. Скоро у нас в Канаде будет День мамы, и все мои постоянные клиенты с начала февраля уже вовсю начинают записываться на фотосессию, и при этом они даже понятия не имеют, как в этот раз будут выглядеть фотозоны. И, конечно, мне очень приятно, что они вот так вот вслепую записываются и мне в этом вопросе доверяют. Ближе к вечеру мы ездили с Евой в торговый центр. Она в этом году заканчивает 8 класс, у нее будет выпускной, поэтому мы поехали посмотреть ей платье. Она сама по интернету нашла магазин и приблизительно знала, какое платье хочет, поэтому нужно было просто съездить его померить. Вообще наша Евочка очень любит ездить в торговый центр именно с Андреем, так как знает, что сможет уговорить его на любую покупку. Со мной такие вещи не проходят, я не всегда все покупаю, так как более трезво подхожу к этому вопросу и покупаю только то, что необходимо. Платье в тот день мы купили, но полностью я покажу вам его уже во время выпускного. Тут у нас уже вечер, друг Марка оставался у нас ночевать, и старшие дети решили посмотреть фильм. Ева для Movie Night сделала такую досточку с разными вкусняшками. На английском она называется charcuterie board. Ее можно сделать полностью сладкую, но нашим детям нравится комбинировать. Ева положила на нее крекеры, сыр, салями, маслины, ягоды, орехи и сухофрукты.
Утром мальчишки проснулись, и пока они играли в шахматы, Ева готовила вафли. Вообще она у нас, конечно, большая молодец, и в 14 лет очень много помогает мне с готовкой. Самое главное, что ей это нравится, и она всегда сама с удовольствием находит какие-то рецепты, все время носит разные вкусняшки в школу для подружек. Иногда даже бывает так, что готовит на весь класс суши. Ну и, конечно, когда к Марку или к ней приходят друзья, то она всегда сама готовит для них и завтрак, и обед, и ужин. Сейчас тебя уже позовут. Сразу после завтрака мне нужно было отвезти Адриана к дантисту. В Канаде с раннего возраста проверяют и следят за зубами, и никто из деток не боится зубного врача. Помню себя в детстве, не знаю, может, я одна такая была, но пойти в зубную поликлинику для меня было просто каким-то страшным сном. Это были постоянные истерики, слезы. До сих пор помню запах поликлиники и то, как мне было страшно лечить зубы. В Канаде у врачей просто какой-то талант договариваться с детьми, и никто, по крайней мере, из моих детей никогда не плакал во время визита к зубному. Все, Адрианчику зубы проверили. Расскажи, мне было страшно? Нет. Тебе доктор понравился? Да. Что тебе дали? Динозаврик. То, что ты не плакал и не шумел? Да. Да. И дал доктору посмотреть тебе зубки? Ага. Молодец. Куда теперь поедем? В магазин. Что будем покупать? Не знаю. Не знаешь? После зубного мы еще заехали в магазин с товарами для дома, в котором продается мебель, посуда, всякие кухонные принадлежности, привезенные из разных стран мира. В нем также продается натуральная продукция для ухода за кожей и волосами. Нам нужно мыло найти. Ты нашел? Нет, солнышко, мне нужно жидкое хозяйственное мыло. Вот смотри, я нашла. $17 за 1 литр, я думаю. Да, почти 1 литр. Это жидкое хозяйственное мыло. Я сама дома делаю всякие спреи для уборки. И его тоже добавляю. Ходи в тележку. Мыло для детей. Это и шампунь, и мыло. Оно из натуральных ингредиентов, без всякой химии. $11, почти литр. Где мой помощник делся? Мыло взяли. Ну что, пойдем дальше. Зубные щетки еще нужно посмотреть и пасту зубную. Пасту, да, много пасту. Возьму еще кондиционер. Мне очень нравится эта фирма. У них очень классные шампуни и кондиционеры. Шампуни бывают довольно часто, а вот кондиционер редко. $15 стоит 1 литр. Он очень вкусно пахнет. И после него волосы такие прям шелковые. Не бросай, а то разобьется бутылка. Поставь ее аккуратно. One more. This one more for me. Да, зубные щетки нужно вам поменять. И Wait, this one? Can we have one это of для these? взрослых. Давай найдем для тебя и для Мартина. А? Can we buy this? Ты хоть знаешь, что это? Нет. А зачем ты хочешь купить то, что ты не It знаешь? looks good. Просто выглядит красиво. It smells good. Что это, Адриан, ты знаешь? Конфетка. Читай. Ты же умеешь читать? Sweethearts. Ну, это название. А дальше читай. Scent bath bombs. Ну, и что это? Это бомба! Это бомба для ванны.
Зубные щетки есть вот такие. Тут их 5 штук. $8. Наверное, может быть, малышам возьму вот эти. Они как раз таки небольшого размера. А для Евы и для Марка возьму вот такие. 5 штук стоят $8. Как раз по размеру для них будут, я думаю, нормальные. У Евы электрическая зубная щетка, но она иногда пользуется и обычной вот такой. Подойдет? Выберешь себе любой цвет. Okay. Один тебе, один Мартину. Mama, do you have $29? Зачем тебе $29? Look. А что это, дрянчик? Это эти штуковины, когда вы ловили на твои глаза, и потом вы dreaming or something. Dreaming? Ну, Мечтаете или сон нет. видите? А что? Вы сам видите, что... Картинки случайно. видите? Нет, дрянчик, это совсем не такие очки. Это массажер для глаз. Это не то, что ты думаешь. Then can we buy one if we see one? Возьму еще антиперспирант. Он не содержит алюминия. Натуральный. $9. Держи, помощник. Ты везешь тележку или я? Yeah. Давай. Подожди, я еще возьму себе носки. Тут очень много разных носков. Я всегда смотрю, чтобы в составе в основном был хлопок. Какие-то нашла. 6 пар, 12,99. Разных цветов. Дошли до кассы, а потом решили повернуть, посмотреть посуду, потому что у них тут очень красивая посуда. И я всегда захожу, мне нравятся очень сервировочные тарелки, салатницы разные. Смотрите, какие красивые тарелочки. $17. Я такую похожую покупала, она у меня на 2 отделения, красиво на стол поставить. Я обычно кладу туда или ягоды, если это завтрак, а на ужин могу сюда маслины положить, оливки, помидорки черри. Очень удобно. $13. Вот такая большая салатница. Why? It looks perfect. Да, думаешь? This one? Мне кажется, она такая большая. Может, поменьше? Давай посмотрим на эту. Да. Это, наверное, больше по размеру нам подходит, да? Написано, что сделано в Италии. $19.99. $20, да? Возьмем такую новую салатницу? Хорошо. Давай я поставлю сама в тележку. Окей. Она тяжелая, Mama. чтобы не разбить. Такие тарелочки с золотой каемочкой. $19. Mom, and look at this, Mom. Do you know how much dollars this cost? У них тут в основном посуда ручной работы. This looks cool. Can we buy it? This looks cool. Can we buy it? Тебе нравится? Я люблю вообще белую посуду. Мне кажется, она такая, знаете, подо все подходит. Ну, или думаю, кремовая. Тут тоже, видите, такой дизайн интересный. Одна такая тарелка стоит $5. Ну, она довольно большая по размеру. Вот это такая же, но поменьше. $3.99. Если ты разобьешь тарелочку, маме придется заплатить денежки, поэтому поставь, хорошо? Посуду лучше не трогать ручками. Вот такие тоже мисочки для супа или для каши. $5 за одну. Но их тут почему-то только 2. Нельзя найти, чтобы вот на всю семью было. Это надо по всем магазинам ездить, собирать, по всем Хомсенсам или Винерсам. На телефоне, наверное, она белая, но вообще на самом деле она такая немножко кремовая. Вот таких вот очень много, но они такие самые обыкновенные. По типу что-то как из Икеи. Тоже $5. Вы знаете, вот в Икее все тарелки белые, они почему-то царапаются очень легко. А вся посуда, которая продается в этом магазине, сделана из такой керамики, которая не царапается. Тут целый набор деревянной посуды. $30. 4 обыкновенные тарелки и 8 мисок. 4 побольше, 4 поменьше. Возьму себе еще коврик для посуды. Я их периодически меняю. Стоит он $7. Такой довольно большой по размеру.
Держи, котик. Тряпочки из микрофибры, 20 штук, $17. Тут есть разных цветов. Я обычно беру или серые, или белые. Белые довольно легко аттестируются. Есть мочалочки по форме лимона, лайма. А также есть такая собачка. Интересная. С одной стороны мягкая губка, а с другой шершавая. $5 за 4 штучки. Адриан, какую возьмем? Возьмем лимон, лайм или собачку? А где собачка? Держи, я тебе покажу собачку. Вот собачка. Какую возьмем? Лимон. Лимон? Хорошо, давай. Возьму себе еще 2 такие стеклянные бутылки. Многие спреи для уборки я делаю сама из таких натуральных подручных ингредиентов. Обычно я использую большие пластиковые бутылки, но иногда очень удобно, когда есть вот именно маленькая такая бутылочка. На этом все. Идем на кассу. Уже на кассе увидела жидкое хозяйственное мыло с запахом цитруса. Вот это мыло с запахом миндаля, а я поменяю на цитрус. Мне больше нравится. Оно пахнет лимончиком, апельсином. Цена такая же. Все наши покупки нам обошлись $160. На сегодня у меня все, дорогие друзья. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Желаем вам прекрасного весеннего настроения и надеемся на скорую встречу. Всем пока!